Ребята, я всех приветствую в гостях в Мишане. Сегодня мы будем с вами тушить капусту с мясом. Что нам для этого надо? Все умеют тушить капусту. Посмотрите еще один рецепт. Может, вам пригодится и мой рецепт. Значит, что нам для этого надо? Мы взяли 800 грамм мяса. Здесь у меня антрекот порезан на порциональные кусочки. Капуста кило 200. 150 грамм морковки, томатная паста, соль, специи по вкусу. Все будет у меня в описании ролика. И 80 грамм лука, репчатого лука. Вот так, друзья. А начнем мы с лука. Будем резать лук четверть кольца для обтушения, для обжарки. Давайте все поставим в сторону, чтобы это нам не мешало, искусство наше. Включим раньше шейтан-машину. Друзья, на балконе у нас сегодня лето. Видите, я с коротким рукавом, жарко, прохладный ветерок. Если бы не было ветра, было бы очень жарко. А так ветерочек прохладненький и приятный. Но давайте, перед тем, как мы будем укладывать наш лук в сковородку, давайте найдем 2 столовые ложки хорошего растительного масла. Раз и 2. Вот этого нам будет достаточно. Закроем и пусть греется масло. Друзья, пока будет греться масло, мы с вами нарежем лук. Лук четверть кольца. Я люблю резать лук тонко. По мере его приготовления, тушения, он частично будет превращаться в соус, а частично будет карамелизироваться и даст сладкую нотку нашей капусты. Вот так. Ну вот, ребята, масло нагрелось. Видите, идет нежный белый дымок. Это значит, масло готово принять лучок. Какая красота. Друзья, и сразу же аромат. Мгновенно аромат лука. Мгновенно. Друзья, и будем мы жарить лук до прозрачности, пока выпарится водичка с лука, до золотистой корочки, как я всегда говорю, и притушим его, и поставим на маленький огонек, и пусть себе томится. Еще немножко. Пусть появится теперь золотая корочка, и лук станет прозрачным. Ребята, мясо очень нежное. Что я вам буду рассказывать? Это антрекот, который я порезал на полоски, а сейчас я его режу на кубики порциональные, чтобы с каждой ложечкой, вилочкой капусты было и мяско. Вот так. Вот примерно вот такие, ребята, кусочки. Они еще ужарятся, тушатся. Вот такие кусочки должны получиться, ребята. Видите? Они с жирком, они будут очень вкусные, ребята. Я когда мясо обрабатываю или режу мясо, я всегда пользуюсь другой доской. У меня специальная доска для мяса. Вот шикарное мясо мы нарезали. Лучок стал прозрачным. Мы будем опускать сейчас наше мясо. Оно быстро готовится, ребят, это антрекот. Поэтому я раньше обжариваю лучок, чтобы он дал свой аромат мясу.
а не мясо раньше лука. В этом случае я всегда делаю наоборот. Раньше лучок, потом мясо. Масло тоже с ароматом и даст мясо. Вот так. Сейчас уже можно бросать мясо. Вот так. Сейчас давайте перемешаем. Отлично. Отлично. Вот такая красота. Ну, это потихонечку перемешаем. Мясо не должно жариться, мясо должно тушиться. Ну, ребят, и будем продолжать перемешивать. Такой запах обалденный. Ребята, я очень жалею, что нельзя передать этот запах лука с мясом. Тут еще специй нет, но запах уже обалденный. Потому что наша говядина, вернее телятина, это антрекот, он с жирком, и он тут же сейчас дает свой жирочек. И этот жирочек начинает жариться на сковородке и прижаривает лук. Вот так. Вот так это и вкусно получается. А лук, мясо, ребят, в тушеной капусте не должно быть жареное. Он должен тушиться. Лучок можно прижарить с морковкой, а мяса нет. Ну вот, друзья, на нашем мясе появилась золотистая корочка. Это время, и наш лук стал прозрачным, конечно. Это время бросать морковку. Вот так. Ну и хорошо размешать. Вот сейчас вы представьте себе, лук дал сок, морковка даст сок, и мясо дало свой сок, и сейчас все это будет тушиться в собственном соку. Вы можете представить, какое ароматное будет мясо? Я прикрою и не буду мешать. Давайте уменьшим огонек. Пусть себе мясо тушится потихоньку. А этим временем просто будем нарезать с вами, шинковать капусту. А вот то, что я вам говорил. Сейчас все наши овощи томятся в собственном соку. Запах обалденный, специй нет, но запах я просто не могу вам передать. Друзья, пользуйтесь моими рецептами. Если не трудно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Просто YouTube начинает видеть, что есть подписки, есть комментарии. Просто начинает советовать мои ролики другим. И он так распространяет мои ролики по всему миру. Если не трудно вам. Ну вот, друзья, мясо протушилось. Давайте теперь добавим томатную пасту. Освободим место. Давайте добавим томатную пасту. Очень хорошая томатная паста сегодня. Дадим возможность немножко прожариться.
Обязательно перед тем, как вы вмешиваете пасту мяса томатную, ее лучше прожарить. Ну и чтобы не было неприятного привкуса. И она же сырая, в принципе. Просто дать ей прожариться немножко. Пусть прижарится немножко. Вот так. Ну и давайте немножко жарили пасту. Давайте теперь немножко нам присыпем сахар, чтобы нейтрализовал немножко кислоту. Много сахара я не давал, потому что вы, когда жарите пасту, она тоже становится немножко сладкой. По вкусу, все по вкусу. Соль, сахар по вкусу. И специи, какие вы любите. Я вам просто показываю принцип, как я делаю. Но если вы сделаете с такими специями, как я, тоже будет очень вкусно. Просто попробуйте сделать и поймете, что это вкусно. Я плохой не рекомендую. Ну, сейчас будем мясо наше размешивать вместе с томатом жарим. Вот так. Видите, какая красота. Ну и добавим немножко водичку. Чуть-чуть, буквально чуть-чуть. Чтобы равномерно распределилась паста с сахаром. И сейчас дадим прогреться минут 5 пасты. Соль сразу много не надо. Просто присолите. Когда все будет готово, в конце попробуйте, если вам будет мало соли, добавьте лучше соли. А вот теперь время наших специй. Давайте их мы немножко прижарим. Только не забывайте, есть красная паприка, чтобы она не пригорела. Недолго. Ой, как хорошо пахнет. Отлично. Давайте все размешаем. Ребят, добавим 100 мл воды, закроем и будем тушить до готовности мяса. Друзья, рекомендую лить сразу горячую воду, потому что если вы будете лить холодную воду, оно опять начнет нагреваться и опять с самого начала начнется процесс. А тут все горячее. Должно продолжать. И вот сейчас вода, при помощи воды томат и специи разойдутся по всей поверхности мяса. Мясо начнет впитывать в себя специи и томат и будет тушиться. И мы прикроем, поставим на маленький огонек. Я думаю, минут 40 будет достаточно. Видите, какая-то красота. Делаем еще меньше. Чем дольше томится мясо, тем оно вкуснее, тем оно больше отдает свой аромат в соус. Друзья, вот под такое спокойное бурление я добавлю еще зеленый лучок, аромат зеленого лука. Именно вот сейчас, когда мясо готово. Потом мы сверху отправим капусточку. Нужно прогреть раньше лук. Зеленый лук дает свой аромат. Очень вкусный, кстати. Именно когда все готово. Дадим еще минут 5, прогреем и будем забрасывать капусту. Ну вот, друзья, мясо готово. Давайте будем забрасывать капусту. Вот.
Естественно, присоленные. Так. Немножко поднимем температуру. И пока мешать мы ничего не будем. Просто накроем крышечкой. Сейчас под воздействием температуры и соли капуста начнет выделять свой сок. Когда она будет выделять сок, и мы увидим жидкость внизу, тогда мы все это перемешаем, откроем крышечку, дадим возможность лишней жидкости испариться. Вот, ребята, такая красота у нас в казане. Будет очень вкусно. Очень рекомендую вам этот рецепт. Попробуйте. И вот, ребята, о чем мы говорили, капусточка начала выделять воду. Видите? Сок, не вода, а сок. Теперь можно все это перемешать. Так и будет. Вам не сказать, как это пахнет, во-первых, и как это выглядит. Вы можете посмотреть, как пахнет, как выглядит, вы можете посмотреть. Ребята, вот такая красота у нас получается. Соус наш загустевает, концентрируется, будет обалденный. Еще минут 15 мы выключим, закроем, пусть настаивается, и через минут 10 мы попробуем. А перед этим мы бросим 2 лавровых листика. Ну вот, ребята, капуста наша приготовилась. Сейчас мы выключим, пусть 10 минут отдохнет, наберет вкуса, поделится лавровый лист вкусом своим. Закрываем и выключаем. Пусть себе отдыхает. Запах обалденный, ребят. Не зря же работали. Давайте попробуем шедевр этот наш. Что? Друзья, вот такая красота у нас получилась. Запах обалденный. Вкус. Сейчас будем пробовать. Я уже хочу вам показать, что это выглядит очень аппетитно и красиво. Посмотрите. Посмотрите, как это выглядит красиво, ребят. И аппетитно. Главное, что аппетитно. Запах обалденный. Давайте попробуем. Наш шедевр, что у нас получилось. А получилось у нас очень вкусно. Смотрите, какая капусточка красивая. Друзья, как это вкусно, вам просто не передать.
Получилась очень нежная капуста. И видите, какое мясо. И тающее мясо. А мясо вообще жевать не надо было, ребята. Друзья, действительно получилось очень вкусно. Пользуйтесь рецептом, заходите в гости на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всех люблю. Всем здоровья и мира. До свидания. До новых кулинарных встреч.